Привет, армия. Нам нужно о многом поговорить, поэтому давайте сразу к делу. На этом видео вы видите, как Чингук прибывает в аэропорт. Интересно, что когда он выходит из машины, хотя это и очень короткий момент, вы можете сказать, что с ним кто-то еще. Вы не можете этого четко увидеть, но этого достаточно, чтобы вызвать комментарии. Некоторые говорят, что с ним Тэхён. Конечно, нет никаких точных доказательств, подтверждающих это, но в этом нет ничего необычного. Если присмотреться, мы часто видели, как Чингук и Тэхён путешествуют вместе, составляют друг другу компанию и разделяют такие моменты, поэтому предположение, что Тэхён был там, вполне логично. Однако, как обычно, не все довольны этой возможностью. Как только видео появилось несколько разных теорий. Одни говорили, что Чингук путешествовал с любимчиком, другие утверждали, что это был сотрудник, но те, кто давно следит за Чингуком и Тэхёном, знают, что это объяснение ошибочно. Почему? Потому что менеджеры, путешествуя вместе, почти всегда садятся на переднее сиденье, в то время как Чингук и Тэхён обычно сидят сзади, одни. Мы видели эту привычку неоднократно. Это своего рода способ быть вместе и отдыхать. Поэтому, если проанализировать подробнее, наиболее логичным будет предположение, что Тэхён действительно был там. Есть еще кое-что, что подкрепляет эту идею. Многие фанаты заметили странную закономерность. Когда Чингук путешествует, Тэхён обычно ведет прямую трансляцию. Это происходит не в первый раз. На самом деле, это повторялось так часто, что уже не кажется совпадением. В тот раз, когда Чингук был в аэропорту, Тэхён появился в прямом эфире накануне. Он немного рассказал о своем дне, говорил естественно и продемонстрировал свою искреннюю сторону, которая всем понравилась, как будто он знал, что в этот момент все внимание будет приковано к Чингуку, и они каким-то образом соединились. Возвращаясь к видео, хотя на кадрах не видно четко, кто был в машине, теория о том, что это сделал Тэхён, остается наиболее правдоподобной. Они раз за разом показывали, что им нравится путешествовать вместе и что им комфортно в этом. Это не новость, а лишь один из многих моментов, которые они пережили вместе. Реакция людей очевидна. Одни радовались совпадению и были тронуты их близостью, другие предпочли отрицать его, придумывая другие объяснения. Но если собрать все воедино, вывод очевиден. Доказательство кроется не в отдельном изображении или коротком видео, а в повторяющейся закономерности. Совместная поездка, привычка сидеть на заднем сиденье, прямые трансляции Тэхёна, совпавшие с поездкой Чингука. Теперь перейдем к другой детали, двум маленьким точкам возле глаз Чингука, похожим на вмятины. С момента их появления многие начали строить теории. Одни считают, что он сам поранился, другие говорят, что они появились во время любимой игры. Конечно, подобные комментарии не новы. Всегда найдутся те, кто попытается связать все, что происходит с Чингуком, с кем-то другим, каким бы неправдоподобным это ни казалось. На самом деле это объяснение неверно. Чингук не травмировал себя, не говоря уже о ком-то другом. Правда проста. Это новый пирсинг, который он сделал около глаза, этот стиль ему идеально подходит, и при сравнении он выглядит похожим на его пирсинг в ухе, поэтому идея о том, что это был несчастный случай, беспочвенна. Чингук просто хотел попробовать что-то новое, и, как обычно, его выбор сразу же стал темой для обсуждения. Хотя эта деталь вызвала споры, важно увидеть, как каждый раз, когда появляется Чингук, он всегда привлекает внимание. На этот раз большое впечатление произвел Кэлвин Клейн, ее наряды всегда удивляют. Неудивительно, что она задает тренды каждый раз, когда ее видят. И хотя мы не видим ее с Тэхёном на видео, в последнее время они все чаще делятся моментами вместе, заставляя фанатов осознать, как хорошо они смотрятся вместе. Их контраст всегда очевиден, но при этом они демонстрируют, как им комфортно друг с другом. Эти детали укрепляют связь, которую многие видят между ними. Для фанатов эти ситуации еще больше подтверждают мысль о реальности их отношений, совпадения, общие моменты и то, как естественно они дополняют друг друга, говорят о том, что это не просто домыслы. Изображение Чингука с новым пирсингом было единичным случаем, но в сочетании с их недавним совместным времяпрепровождением с Тэхёном все обретает смысл. Также важно помнить, что всегда найдутся те, кто попытается дискредитировать или найти альтернативные объяснения. Некоторые комментаторы часто пытаются отвлечь внимание, связывая его с чем-то другим или отрицая роль Тэхёна, но правда в том, что доказательства налицо, они очевидны в каждой детали.
Новый пирсинг Чингука – просто часть его стиля и новаторства, хотя он не связан напрямую с Тэхёном, не стоит забывать, что в последние недели они стали чаще появляться вместе. Каждая возможность демонстрирует их естественную близость. Для многих поклонников это лучшее подтверждение. В отношениях Тэхёна и Чингука есть что-то, что всегда привлекает внимание. Это не только слова в интервью, но и маленькие, кажущиеся неосознанными действия. Когда они близки, атмосфера меняется, они бесстрашно прикасаются друг к другу, естественно приближаются и смотрят друг другу в глаза с искренностью, не требующей объяснений. Это не отдельные жесты, не единичные сцены, что завораживает, так это их повторяемость. Они появляются в разное время и в разных местах, словно это стало для них образом жизни вместе. Именно эта повторяемость заставляет фанатов воспринимать их как нечто большее, чем просто пьесу или постановочный сценарий. Их взаимодействие слишком реалистично, чтобы считаться игрой. Хотя на этот раз мы не видим Чингука с Тэхёном, в последних видео они чаще появляются вместе. Этих коротких мгновений достаточно, чтобы фанаты поняли, насколько хорошо они подходят друг другу. Когда они выступают вместе, контраст сразу бросается в глаза. Будь то на сцене, в аэропорту или в эфире, ощущается комфорт близости. Эти детали подкрепляют идею особых отношений, потому что дело не только в совместном выступлении, но и в том, как они это делают. Их жесты, манера речи и обмен взглядами выражают искреннее доверие. Для многих то, что видно между Тэхёном и Чингуком, выходит за рамки поверхностного восприятия, потому что они не пытаются произвести впечатление или привлечь внимание, в этом и заключается разница. Когда двое действуют, их намерения часто очевидны, но когда двое по-настоящему понимают друг друга, им не нужно ничего планировать. Так и случилось с Тэхёном и Чингуком, они появлялись вместе перед камерами не для того, чтобы создать ажиотаж, они искали друг друга, потому что так устроена их связь. Они привыкли к близости, к прикосновениям без страха, к искреннему обмену взглядами, и по мере того, как это повторяется, в конце концов становится ясно, что это не совпадение, это способ быть вместе, который стал частью их личности. Именно эта естественность делает их взаимодействие таким реальным. Если вспомнить их совместные моменты, всегда прослеживаются одни и те же закономерности. Простые жесты, такие как поправление волос или прикосновение к плечу, приобретают иной смысл, потому что совершаются обыденно и без тени скрытности. Эта последовательность говорит о том, что это не запланированные действия, а привычки, развившиеся благодаря их близости. Когда Чингук и Тэхён находятся в одном месте, атмосфера кажется иной. Им не нужно говорить, чтобы выразить то, что происходит между ними. Их взгляды говорят громче слов. Поклонники часто отмечали это. Они понимают друг друга с полуслова, у них как будто есть свой язык, и это невозможно подделать. Вот почему каждый раз, когда они появляются вместе, они снова в центре внимания. Как бы некоторые не пытались это преуменьшить, факт остается фактом, их жесты и образ жизни раз за разом подчеркивают, что между ними есть нечто более глубокое, связь, не созданная для публичности, а взращиваемая в повседневной жизни.